Я рада приветствовать всех, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Наташа, и сегодня я предлагаю вам связать вместе со мной косынку ландыша. Так я ее назвала. Посмотрите, пожалуйста. Вот такую косынку я предлагаю вам связать. Мне она чем-то напомнила цветочки. Когда я смотрела на схему, мне показалось, что похоже на ландыши, поэтому я так ее назвала. Я покажу вам, как вязать. На пару рядочках мы, конечно, не будем с вами вязать косынку полностью в этом видео. Я вам покажу основные моменты, как вязать ряды. Здесь всего лишь 2 ряда. И обвязку покажу вам в этом видео. Надеюсь, вам косыночка понравится, и вы свяжете себе такую прелесть. Так как сейчас весна, скоро лето, она будет чудесно смотреться, например, на пляже, если вы поедете на море. Очень нежная, красивая косыночка. Я вам сейчас скажу свой размер, который я тут связала. Это у меня косынка, в принципе, подойдет на взрослого человека. Здесь, по-моему, у меня 58 сантиметров. Ну, давайте измерим ее. Даже, видите, 63 сантиметра. То есть она вообще на взрослого человека очень даже подойдет. И глубина у меня получилась 31 сантиметр. Связаны завязочки, потому что так удобнее, чтобы в косыночке были завязочки. И сейчас я вам расскажу про пряжу, про крючок и начнем работу. Покажу вам еще раз ее поближе. Цветочки надо смотреть вот так. Так они располагаются. Вот эта часть зелененькая, это вот когда вот ландыш растет, а потом уже сам цветочек. Ну, мне напомнила ландыша. Немножко неправильно вам передается цвет ниток, к сожалению, но я вам сейчас нитки покажу. Если вы захотите, вы приобретете себе точно такие же. Можно вязать, конечно, в любой цветовой гамме, не обязательно бело-зеленую гамму. Можно вязать однотонную косыночку. Кстати, что касается лицо и изнанка, давайте еще посмотрим. Вот это вот лицо, лицевая сторона. Вот это вот изнанка. Как вы видите, совершенно практически неразличимо. Издалека там вообще ничего не будет видно. Поэтому можно носить и на ту, и на другую сторону. Еще вам покажу. В таком цвете я провязывала образец. Вот. Здесь ниточка немножечко другая. Это Ернар Тарт Виолет. И вот тоже очень нежная гамма получается, если вязать в таком сочетании цвета. Здесь сам зеленый цвет более нежный, не такой насыщенный, и нежно-розовый. Тоже очень красиво смотрится. Ну, еще раз повторюсь, вы можете вязать в вашей цветовой гамме, какую вы подберете. Косыночку, которую вы видите перед собой, я вязала из вот таких ниток. Альпина. В 50 граммах 240 метров. Состав. Где у нас состав? 100% мерсеризированный хлопок. Цвет, давайте дам. Цвет 849. Вот, неправильно передается, к сожалению. Он не такой вот, не скажешь, что он темный и не светлый, такой интересный оттенок. И, конечно, белые нитки.
Вот. Кстати, по расходу пряжи я вам сейчас скажу. Я себе записывала информацию, но очень интересные данные у меня получились. Сейчас вам покажу. У меня получилось 44 грамма весит сама косыночка. Полностью размер я вам сказала какой, достаточно приличный, нормальный размер, 44 грамма. Осталось у меня 29 грамм зеленых ниточек и 7 грамм белых, но здесь у меня была неполная бобинка, поэтому я ориентируюсь вот на эти ниточки. Здесь была полностью бобинка целая. Получается 44 минус 29. Это у нас сколько? 15 грамм ушло белых ниток, да? А когда смотришь на косыночку, такое впечатление, что белых ниток больше уходит, чем зеленых. Но вот такие расчеты у меня получились. 44 грамма это как бы, да, один моточек пряжи, но нам надо два цвета. Но вы можете вязать и одним цветом, если пожелаете. И вот у вас уйдет на эту косыночку всего лишь один моточек 50-граммовый ниток. Тем более, что размер вы можете вязать и меньше. У меня большая голова, я вязала на свою голову, у меня 60 размер, плюс волосы, поэтому я вязала чуть-чуть побольше, 63 сантиметра. Если у вас размер меньше, то и пряжа, конечно, соответственно, у вас пойдет меньше. Так, ну такие технические моменты вроде бы мы с вами все оговорили. Еще крючок. Я вязала 2,25 кловер у меня. Ну, эти нитки можно вязать и больше крючок брать, и 2,5. Можно и троечкой вязать, тогда она будет более такая рыхлая, более воздушная, более пластичная. Хотя сама ниточка, ну, сама косыночка из этого крючка и этих ниток не получилась прям такая вот дебелая. Нормальная по качеству получилась косыночка. Легкая летняя косыночка. Я вам показывать буду на других нитках. Подбирала, готовилась к видео, подбирала, хотела что-то такое зеленое, красивое, хлопок, но, к сожалению, ничего такого не нашла, потому что на Валберес там, да, по 3 мотка в основном продают. В магазине то, что было, вот такая пряжа Yarnart Art Linen, какой-то лайнен. Первый раз такую вижу, если честно, пряжу, никогда с нее не вязала. Но сейчас вяжу еще одну косыночку, только из другого цвета. И здесь в составе лен. Сейчас я вам покажу. Вот, видите, вискоза 55%, лен 45%. Этот цвет 41,27, если кому-то понравится такой цвет. Вот турецкая пряжа. Метраж не сказала, в 50 граммах 175 метров. То есть эта ниточка толще, чем вот эта. Там 240 метров в 50 граммах. То, что косыночка вот эта связана. И нету вот в этой вот линейке, нет белого цвета, мне сказала продавец, что нет. Поэтому показывать буду еще к этому цвету. Пехорка жемчужная буду использовать. А пехорки жемчужной не было зеленого. Вот, получается здесь у нас цвет белый. Состав хлопок вискоза 50 на 50 и в 100 граммах 425 метров, да. То есть получается это потоньше ниточка, здесь 210 метров в 50 граммах получается, а здесь 175. Ну, я буду показывать на этих ниточках. Дальше все в вашей власти, подбирайте ниточки, какие вы хотите. Тот цвет, который я показала, вот этот, это Yarnart Art Violet, вообще тоненькие ниточки, сами вот розовые. А вот это точно такие же, как я вязала вот эту косыночку. 240 метров в 50 граммах. Так. Схема. Сейчас покажу вам схему. Вот посмотрите, пожалуйста, на эту схему. Сделайте принтскрин. Я оставлю ссылочку под видео на эту схему. Я ее нашла на Pinterest. Выложу в свой телеграм-канал, но так как в телеграм-канале сейчас у многих проблемы с телеграм-каналом, то вот дам ссылочку внизу под видео.
Схема довольно-таки простая. Каждый ряд вяжется отдельным цветом, если вы будете вязать цветную косыночку из двух цветов. Если будете однотонную вязать, вам будет проще. Итак, подготовка такая вот прошла. Давайте приступим к вязанию. На что хочу обратить еще ваше внимание. Я, по-моему, это не сказала в самом начале. Посмотрите. Основная цель нашего вязания, ну как цель, то, что я вязала нитью двумя цветами нити, каждый ряд провязан нитью другого цвета, и я это делала, тянула ниточку за собой. Посмотрите, видите? Немножечко, когда вблизи, это видно. Когда издалека, это все теряется и совершенно не видно. И белую ниточку, и зеленую ниточку я тянула, прокладывала вдоль того ряда, который вяжу. Меня это не смущало и не смущает в самом полотне, как это выглядит. Если вас это не смущает, вяжите как я. Если смущает, можете вязать, постоянно обрезая нить, либо вязать нитью одного цвета. Можно взять ниточку амбре с переходом цвета, можно еще как-то, если вам понравился этот узор. Вот. Но мне очень понравилось, как выглядит вот так. Совершенно незаметно. Это вот на камеру я вам показываю, обращаю ваше внимание. Но вот в жизни, когда смотришь на косыночку, никто никогда в жизни не догадается, что она проложена вдоль вязания. Вот такой вот нюанс. Поэтому мы будем сейчас тянуть ниточку за собой. Я вам буду показывать именно такой вариант. А вы, как говорится, сами решите, надо ли вам это. Итак, начинаем вязать. Наш узор состоит, вы уже заметили, из двух рядов. Один ряд нить зеленого цвета, один ряд нить белого цвета, в данном случае, который я буду вам показывать. И что еще хотела вам сказать, те девочки, кто умеет вязать, пожалуйста, вяжите, схему вы видели, все будет, тайм-коды будут под видео. Если вам надо быстрее, ставьте на ускоренный просмотр. Итак, делаем кольцо амигуруми, наш первый ряд. Закрепляемся на кольце амигуруми столбиком. Так, в камеру я плохо вижу. И делаем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 воздушных петель. Накид на крючок вяжем галочку, состоящую из столбика с одним накидом, воздушная петля и еще сюда же столбик с одним накидом. Это так называемые наши листики ландыша, я их называю. Вот. А потом вот в эту галочку мы будем провязывать цветочек. Заканчиваем ряд, 2 воздушная, 2 накида на крючок и в кольцо амигуруми столбик с 2 накидами. И пока мы не довязали столбик до конца, берем ниточку белого цвета и переходим на нить белого цвета. Я это делаю сразу в процессе. Ниточка белого цвета, заводим, оп, и переходим. Подтягиваем зеленую ниточку и подтягиваем наше колечко. Тянем за наш хвостик. Где наш хвостик? Вот он. И подтягиваем, пока можно не слишком сильно это сделать. Вот так. Все, перешли. Пока нам будет очень не совсем удобно вязать, будет крутиться немножечко. Это не страшно. Потом пару рядочков провяжете, уже будет легче хвататься, все будет хорошо. Вяжется все очень легко и просто. Все, перешли, да? Хвостик наш беленький мы оставляем. Основная ниточка. Делаем воздушную петлю подъема. Поворачиваем вязание и зеленую ниточку не забываем, основную нить зеленого цвета, вот она, да, вот так я держу, все поддерживаю, вот, вводим сюда, где у нас был столбик, мы закончили вязать столбиком с 2 накидами, вот верхушечку, захватываем
зеленую ниточку, вот сюда крючок под зеленую ниточку, захватываем белую ниточку, вот так, и провязываем столбик без накида. Вот так. Все. Подтянуть можно так. Все это дело. Воздушная петля, накид, и в галочку мы будем провязывать с вами 3 пары столбиков с одним накидом. Столбики провязываем не до конца, из 2 столбиков. Ну, давайте провяжем. Ныряем в эту галочку. Наша зеленая ниточка, смотрите, видите, она у нас проложена. Вяжем столбик с одним накидом не до конца. Второй столбик сюда же с одним накидом не до конца. И единая вершина. Это наш первый бутончик нашего цветочка. 2 воздушные петли, накид, сюда же столбик с одним накидом не до конца, второй столбик с одним накидом не до конца, единая вершина, второй бутончик готов, 2 воздушные петли и третий бутончик вяжем. Столбик с одним накидом не до конца, еще один столбик с одним накидом не до конца, единая вершина. Готово. Вот такой цветочек получился у нас. Воздушная петля. И заканчиваем ряд. Посмотрите. Ниточку мы прокладываем. Все. Протянули мы ее. У нас здесь 6 воздушных, с которых мы начинали. И вот у нас 1, 2. И вот сюда в третью, она же 4-я, наша воздушная петля. Так, сейчас я, девочки, не вижу на камеру. Тут, оп. Вот так. Столбик без накида. Все. Закончили. Можно было сразу на зеленую ниточку перейти. Можно и потом. Вот такое вот начало нашего вязания. 2 ряда мы с вами связали. Вот такой цветочек наш, как я его ландыш назвала, да. И вяжем 3-й ряд, он же 1-й ряд. То есть мы будем все время расширяться просто. А так, в принципе, ряды вяжутся совершенно одинаково. Белую ниточку под низ, зеленую наверх, вводим в нашу петельку. Вот так в данном случае у нас получается. Потом будет обвязка, все это видно не будет по бокам. Делаем, у нас получается 6 воздушных петель, да? Да, 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Из этих 6 4 это столбик с 2 накидами и 2 воздушные по рисунку. Поворачиваем наше вязание. Так, белую мы подтянули. Белую ниточку тянем за собой, прокладываем вдоль вязания. Так, и провязываем, делаем накид на крючок и провязываем нашу галочку, столбик с одним накидом, воздушная, столбик с одним накидом, вот сюда, где мы вязали столбик без накида. Заводим крючок, чтобы и белая ниточка захватить, захватываем зеленую ниточку, вяжем столбик с одним накидом, воздушная петля, и сюда же ныряем, еще один столбик с одним накидом. Это вот наши, как я говорю, листики для того, чтобы потом вот сюда провязать в следующем ряду цветочек. Так, провязали 2 воздушные петли и делаем закрепительный столбик без накида в наш бутончик. У нас 3 бутончика, мы в средние. Вот сюда находим, захватываем белую ниточку, не забываем, и делаем столбик без накида. Закрепились. Все это аккуратненько подтягивайте и распрямляйте вот так, чтобы ниточку, которую мы тянем за собой, она не стягивала полотно. Вновь у нас что там, 2 воздушные получается, да? Да, 2 воздушные. Белую ниточку прокладываем, не забываем. Накид на крючок и делаем галочку опять вот сюда, в столбик без накида предыдущего ряда. Столбик с накидом провязали, воздушная, и сюда же столбик с накидом.
провязали. Заканчиваем ряд 2 воздушными, 2 накида на крючок и где-то рядышком, где была воздушная, либо можно сюда же. Я провязывала сюда же. Ничего не мудрила, потому что здесь будет еще обвязка. И сюда же провязываю столбик с 2 накидами. Вот так. Посмотрите. Вот. Мы начинали с 4 воздушных, это столбик с 2 накидами, и закончили столбиком с 2 накидами. И вот 2 воздушные, и здесь 2 воздушные. Вот наша косыночка и будет вот так идти все время на расширение. Когда мы заканчивали вязать вот этот столбик, можно было сразу перейти на ниточку белого цвета. А можно это сделать сейчас. Вот так под 2 дужки ввести крючок, захватить ниточку белого цвета. Вот так. Все, перешли на нить, зеленую ниточку подтянули. Все делайте так, вот распрямляйте по ходу вязания, чтобы ничего нигде не стягивало. И все на этом. Воздушная петля. Поворачиваем вязание, зеленую ниточку тянем за собой, прокладываем вот так. Сразу сюда в столбик, который мы вязали с 2 накидами, провязываем под нить зеленого цвета, не забываем, захватываем белую ниточку, провязываем столбик без накида, воздушная петля, накид на крючок и сразу наша вот галочка для нашего бутончика. Сюда провязываем наши бутончики. Ниточку захватываем зеленую, не забываем, что надо захватывать нить. Провязываем первый бутончик. Для него мы вяжем 2 столбика с 1 накидом не до конца. Далее единую вершинку делаем. 2 воздушные. Сюда же еще 1 бутончик. Не забываем про нить зеленого цвета, что все под ниточкой у нас там. Единая вершинка. 2 воздушные. И 3 бутончик сюда же. Все держится легко. Ничего тут особенного не это самое. Все легко держится. Очень интересно. Вам понравится. Я уверена в этом. Воздушная петля. Ниточка зеленая проходит вдоль вязания. И вот находим наш столбик без накида. Закрепляемся сюда же. Столбиком без накида. Провязали. Воздушная петля и подбираемся к нашей второй галочке. Вот она. Накид на крючок, провязываем сюда же наши бутончики. Столбик с 1 накидом раз, не до конца. Сюда же столбик с 1 накидом 2. Единая вершина. 2 воздушные. Второй бутончик сюда же. Единая вершина, 2 воздушные и 3 бутончик сюда же. Единая вершина, воздушная петля и заканчиваем ряд столбиком без накида в 3 по счету, либо в 4, когда мы вязали 4 воздушные, да? Либо она 4, либо можно отсчитать отсюда. 1, 2, вот в 3, вот сюда. Вот так. Захватываем зеленую ниточку, вот так. И можно сразу перейти на зеленую нить. Вот таким образом, белую под низ. Так. Ой. Зеленую наверх и заканчиваем. Оп, провязали. Так, теперь распрямляем вот так вот, все подтягиваем вот так, чтобы все у нас лежало, ничего не было стянуто, вот таким вот образом. Ну и вот видите, как у нас получается, ничего тут особо наших
ниточек не видно, незаметно, что мы тут прокладывали вдоль вязания. Видите как? Все замечательно. Вот. Давайте еще пару рядочков провяжем вместе, а дальше вы уже будете вязать самостоятельно. Теперь мы еще сделаем наши листики, так скажем, где будут располагаться бутончики. Они у нас будут располагаться в начале. Наши вот эти галочки будем вязать в начале ряда, потом посередине, вот здесь, и опять в начале ряда. В начале ряда они будут идти у нас постоянно. Давайте провяжем наши листики ландыша. Так, у нас получается 4 воздушные. 4 воздушные, заменяющие нам столбик с 2 накидами. Далее 2 воздушные по рисунку, поворот. Белую ниточку прокладываем вдоль вязания. Делаем накид на крючок. И там, где у нас была воздушная петелька, да, мы заканчивали с вами, да, у нас был вот этот бутончик, потом у нас была воздушная. Вот можно вот даже и вот сюда, под эту воздушную петлю нырять. И обязательно не забывайте про белую ниточку. Крючок вводим под белую нить, захватываем зеленую и провязываем столбик с одним накидом. Воздушная петля, сюда же ныряем, все поддерживаем, столбик. Ой, девочки, хочу, чтобы все было хорошо видно, и сама ничего не вижу, слишком близко. Так, второй столбик провязали. Так, 2 воздушные петли, закрепляемся столбиком без накида посерединке. Вот наши бутончики, 3 наших бутончика, вот мы находим средний бутончик наш, и сюда подхватываем и под белую ниточку, которую прокладываем, столбик без накида, провязали, закрепились. Дальше вновь 2 воздушные петли, и теперь будем провязывать нашу галочку вот сюда посередине. Накид на крючок, вот сюда ныряем, наша белая нить, не забываем. Так, столбик с накидом, воздушная петля, и сюда же столбик с накидом. Наша галочка. Для того, чтобы в следующем ряду нам сюда провязать цветочек. Вот наша, в начале наша галочка, здесь будет цветочек. Вторая наша галочка, здесь будет цветочек. Дальше вновь 2 воздушные петли. Закрепляемся в средний бутончик столбиком без накида. Под белую ниточку не забываем. Вновь 2 воздушные петли. И теперь под воздушную петлю, да, помните, мы провязывали цветочек, а потом воздушная петля. И вот это место, вот оно, вот сюда. Делаем накид на крючок и провязываем галочку. И под белую ниточку. Все время это повторяю, чтобы вы не забывали. Столбик с одним накидом, воздушную. И сюда же столбик с одним накидом. Провязали. Заканчиваем ряд 2 воздушными. 2 воздушные петли, 2 накида на крючок. И вот сюда, где у нас был столбик без накида предыдущего ряда, провязываем столбик с 2 накидами. Накид 1, накид 2. И вот когда мы завершаем уже столбик, можем перейти на ниточку другого цвета, на белую нить. Зеленую под низ, белую наверх. Только ничего не стягивайте сильно. Перешли на ниточку. Вот чуть-чуть подтянули и сразу воздушную петлю сделать. Вот так. Давайте посмотрим. Расправим. После того, как вы, когда уже будут большие ряды, будете в процессе вязания вот так вот, провязали несколько и подтянули, чтобы, смотрите, чтобы ваша ниточка нигде не провисла и нигде не стягивала ваше полотно. Вот. Давайте немножечко отодвину. Вот так. Да? Вот так вот получается.
Замечательно получается. Очень красивая, весенняя, такая воздушная косыночка. Но вот эти нитки, они немножечко толстоваты, на которых я вам показываю. Лучше, конечно, взять ниточки потоньше. Хотя бы вот те, которые то, что я косыночку вязала, то, что я вам показывала, где 240 метров. Здесь вот сама пехорочка ажурная, вот эта нормальная ниточка, тоненькая, а вот это все-таки в составе лен, она немножечко плотновата. Поэтому полотно такое не совсем гибкое. Рекомендую вам взять ниточку потоньше. Давайте провяжем еще, наверное, один рядок, цветочки, да, и дальше вы будете уже вязать, там уже все дальше повторяется. Вот. Все, в принципе, видно и на схеме, и все, как бы, нет никаких дальше сложностей. Я вам покажу обвязочку еще. Итак, вяжем наши бутончики. Воздушную петлю мы сделали, делаем поворот, зеленую ниточку подтягиваем, прокладываем вдоль вязания, делаем столбик без накида под зеленую нить, вот таким образом. В столбик предыдущего ряда провязали, далее воздушная петля, накид на крючок, находим наш первый бутончик, вот он. Точнее, не бутончик, а наше ложе для бутончиков, листики. Провязываем первый бутончик, 2 воздушные, второй бутончик, 2 воздушные. И третий бутончик сюда же. Столбик не до конца. Еще один столбик не до конца. Так, немножечко. И единая вершина. Ой. Так. Перевяжу. Провязали, воздушная петля, закрепляемся вот сюда же, где закреплялись в прошлом ряду. У нас здесь будет все время по 2 закрепки столбиками без накида. И вот когда уже 2 закрепки есть, то значит 3-й раз это уже здесь будет галочка для бутончика. Вновь воздушная петля. И подбираемся к следующей галочке. Вот она у нас посерединке. И вяжем сюда тоже бутончики цветка. 1 столбик не до конца, 2 столбик, единая вершина, 2 воздушные, 1 столбик, 2 столбик, единая вершина, 2 воздушные. 1 столбик, 2 столбик, единая вершина, воздушная петля, закрепляемся, не забываем под ниточку зеленого цвета, чтобы она у нас была проложена вдоль вязания, вновь воздушная петля, и вот еще наши листики, наши для бутончика листики наши, да, предыдущего ряда наша галочка. Сюда провязываем вновь бутончики. 2 воздушные, 2 воздушные и 3-й бутончик. 1 столбик, 2 столбик, единая вершина. Провязали. Заканчиваем вязание, делаем воздушную петлю и провязываем столбик без накида в 3-ю по порядочку. С этой стороны я отсчитываю 1, 2, и вот 3-я. Она же 4-я, воздушная. Провязали столбик без накида. Можно сразу было перейти на нить зеленого цвета. Но это не страшно. Еще раз повторюсь, по бокам будет обвязка, и все вот это видно не будет. Провязали. Так, давайте
Вот так. Не забывайте распрямлять. И в процессе вязания, еще раз повторюсь, когда у вас уже будут длинные ряды, будет много цветочков, не забывайте, останавливайтесь, потяните, чтобы у вас нигде ниточка, посмотрите, повертите, чтобы нигде ниточка не провисала. Вот. И вот таким образом, посмотрите, нигде ничего не видно. Наше начало. О, подтянем вот так. Вот такая красота получается. Вот. Дальше все повторяется вновь. Ничего дальше сложного нет. Больше показывать в узоре мне вам нечего. Опять-таки ниточкой зеленого цвета белую прокладываете. И все то же самое. Обязательно птички, вот эти галочки для бутончиков в начале ряда провязываете под воздушную петлю. Вот эти бутончики провязали, тут у нас воздушная была и столбик. Вот сюда под столбик провязываете. Дальше закрепляетесь в бутончик, да, идете постепенно. Сюда, получается, будет птичечка, уже здесь будет бутончик в следующем ряду. Вот здесь закрепляетесь, здесь опять бутончик, опять закрепляетесь и опять будет бутончик. То есть уже в следующем ряду получается раз, два, 3, 4 будет бутончика. И вот так постепенно в каждом ряду будут добавляться у вас бутончики. Ну, я, наверное, все вам рассказала и показала, что касается самого узора и самого вязания. Такие вот моменты я вам озвучила. То, что ниточку надо прокладывать, пускай вас это не пугает. Все только в начале не очень удобно поддерживать. Но это возможно, да, а дальше все гораздо проще пойдет. Ну да, ниточка, получается, расходуется дважды, да, но если захотите вязать такую косыночку, то результат того стоит, я считаю. И я вам покажу сейчас обвязку, ну вот на этом кусочке и покажу. Кстати, я свою косыночку, сейчас я вам покажу еще раз косыночку, мою готовую. Я свою косыночку закончила вязать на вот белых бутончиках, и здесь никакой обвязки больше не делала. Вот закончила этими бутончиками, и все. А саму обвязку делала вот здесь уже по косыночке именно зелеными ниточками, типа они это листики. Вот такую достаточно простую обвязку делала. Вот. Сейчас я вам покажу, как она делается. Ну и, конечно же, если вы желаете завязочки еще к своей косыночке, то просто набираете воздушные петельки, сколько вам надо, и идете назад соединительными столбиками. Вот. Это я уже, когда вы будете провязывать уже тот ряд последний, когда вот уже все, да, вы померили размер, вам подходит, то когда уже перейдете, вы сначала вяжите завязочку, возвращаетесь назад, провязываете ряд полностью. И заканчиваете тоже с этой стороны завязочкой. Вот, все. Провязали и переходите уже на ниточку зеленого цвета и вяжете обвязку. Вот таким вот образом. Итак, представим, что вы довязали косыночку до конца, связали завязочки, если они вам нужны. Я вам уже рассказала про завязочки, да? Из воздушных петелек, и дальше возвращаетесь столбиками соединительными. Все, ниточку обрезали, беленькая вам не нужна, если вы будете делать, как я, обвязку. Дальше я делаю обвязку зеленым цветом нити и делаем обвязку. Вначале я прохожусь столбиками без накида по всему периметру. Здесь у нас было по 4, то есть я ориентируюсь на, как сказать, чтобы столбики лежали аккуратно, не мешали друг другу. То есть если мне надо провязать 3 столбика вот сюда, я провязываю 3. Если 4, провязываю 4. В основном я вязала 3 столбика под вот эти вот дужки. Дальше, если надо, вот сюда, посерединке. Вот. И вновь под дужку
провязывала по 3 столбика. Раз, два, три. Можно где-то 4 провязать. 4. Вот так. Чтобы ничего не стягивалось. Чтобы ничего не стягивалось и аккуратно выглядело. Вот. Опять вот сюда. Четыре я провязала подушку. Дальше начало наше вязание косыночки, серединка вот сюда я провязываю. Ой, наше кольцо амигуруми было, да? Сейчас так. Сюда я провязываю столбик. Делаю воздушную петлю. И еще сюда же столбик. Вот так, чтобы был такой разворотик. Вот так. И все. И дальше вот этот хвостик можно еще вязать немножечко. Вот следующую сторону я уже перешла. Обвязываем следующую сторону. 2, 3, 4. Вот так вот. Таким вот образом. Все то же самое. Вот, и тут наша, эта сторона, там, где мы переходили, да, у нас все время мы ниточку белую тянули за собой. Вот, поэтому здесь и поплотнее можно, чтобы не пробивалась вот эта белая ниточка. Но в то же время, чтобы краешек и не стягивала. Вот так. Вот. Так. Три, 4. Получается у меня по 4 столбика. По крайней мере, получается сейчас. По 4. Вот здесь. Ну, получается как бы правильно, потому что у нас было 4 воздушные, ну и, соответственно, 4 столбика здесь. Но еще раз повторюсь, вы смотрите и по своей плотности, по своим ниткам, как, чтобы это все ничего не стягивало, а смотрелось гармонично. Вот. Основная цель — обвязать столбиками без накида весь периметр косыночки. Вот так. Обвязали. Дальше следующий ряд обвязки, и он же и последний ряд. Делаем 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Поворот. Хвостики эти опускаем. Мы их уже ввязали, потом все иголочкой надо заправить. Делаем накид, 2 накида на крючок. Сюда же в начало ряда провязываем столбик с 2 накидами. И пропускаем 3 петли. 1, 2, 3. В 4-ю закрепляемся столбиком без накида. И в следующую вяжем столбик без накида. Вот так. Вот таким вот образом. И вновь 4 воздушные. 2, 3, 4. 2 накида на крючок. Сюда же столбик с 2 накидами. Провязали. Вот так. Пропускаем 1, 2, 3. В 4-ю закрепляемся столбиком без накида. И в следующую вновь провязываем столбик без накида. Вот так. И вот такая вот обвязка, незамысловатая, в виде листиков. Можно более плотную связать, например, связать еще сюда столбик с 2 накидами. Можно столбик с накидов, то есть 3 воздушные делать и столбик с 1 накидом. И тогда пропускать не 3 петелечки, а 2 в 3-ю провязывать. Провяжите, посмотрите, как вам больше нравится. Мне понравилось более, чтобы это было более дырчато, более воздушно. И мне понравилось из 4. Вот, но, как вы понимаете, все возможно, да? Вновь провязываем 4 воздушные.
2 накида, сюда же, в эту же провязали. 1, 2, 3, закрепляемся столбиком без накида. И вот мы уже дошли до сюда, уже у меня тут уголочек, да, я в следующий тоже провязываю столбик без накида. Дальше сюда же еще один провязываю столбик без накида. Если вот вы уже попали на уголочек, провязываю 2 воздушные, сюда же вновь столбик без накида, там, где уже был у нас уголочек. Вот так. Вы поймете, чтобы он был ровненький, аккуратненький, чтобы уголочек был. Все. В следующую ныряю, вновь провязываю столбик без накида. Все. И перешла на эту сторону. И вновь делаю 4 воздушные. Сюда же столбик с 2 накидами. 1, 2, 3 пропускаю, в 4-ю закрепляюсь столбиком без накида. Следующий столбик без накида. И повторяю вновь. 4 воздушные. Сюда же столбик с 2 накидами. 1, 2, 3, в 4-ю закрепляемся. И в следующую столбик без накида. Вот так. То есть у меня получается 2 столбика между вот этими листиками, как я их назвала, листики. У меня 2 столбика без накида, чтобы оно было не так густо. Вот. Так, ну еще давайте. 1, 2, 3, 4. И все. У меня уже подошло к концу моя обвязка. Все, закрепляемся, делаем закрепительную петлю и ниточку обрезаем. Обрезайте так, чтобы было удобно заправить иголочкой. Как закреплять иголочкой, я вам показывать не буду. Это уже все знают, как бы, да. Отодвинем. Вот, все. Вот такая вот обвязка получается. Вот так. Подходит сюда, под эту косыночку, эта обвязка, как листики. Ажурные такие получаются. Вот. Ну вот, в принципе, я вам все показала, рассказала. Надеюсь, вам такая косыночка понравилась. Вы себе ее свяжете, либо своим деткам свяжете и будете носить с удовольствием. Очень интересная вязка, интересно вяжется. Те, кто не хочет прокладывать ниточку, напоминаю еще раз, можете вязать однотонную косыночку. Тоже будет оригинально и красиво смотреться. Следующую косыночку анонсирую, я вяжу еще одну и покажу вам потом. И тоже будет у меня видео, как связать еще косыночку. Очень-очень тоже красиво смотрится. На этом разрешите, я с вами попрощаюсь. Вяжите с удовольствием. Заходите на мой канал почаще. Будем вязать вместе. Я вам желаю всего самого доброго, теплой весны, теплого лета. Не болейте, берегите себя, будьте здоровы. Всем пока-пока. До скорых встреч.